Здорово! Ну и мы снова возвращаемся к теме с отелем. Но в этом ролике мы попробуем разобраться, почему же в районе каннибалов так много детей, все ли каннибалы являются адорожденными, и что за черт, откуда тут собака? Начнем с того, что районом каннибалов правит Рози. Она является одним из оверлордов, и вроде как она не умирала, и это намекает нам на то, что она родилась в аду. И когда многие фанаты пытались понять, почему же в районе каннибалов так много детей, они взяли этот факт, плюс знание того, что грешники не могут заводить детей в аду. И пришли к выводу, что многие из каннибалов являются коренными жителями ада. Но с этим мнением я в корне не согласен. Ведь если смотреть на каннибалов, они все выглядят идентично. И если еще мы можем объяснить их внешний вид тем, что у них всех один и тот же грех, и он каким-то образом сформировал свой образ. Но тогда как объяснить, что если большинство из всех каннибалов являются коренными жителями ада, они настолько сильно похожи на тех же самых грешников? И я не думаю, что все поголовно каннибалы являются адорожденными. Ведь хоть какие-нибудь люди, которые занимаются каннибализмом, должны же были попасть в ад. И это точно не спишешь на то, что подчиненные Рози сымитировали ее образ. Скорее всего, единственное, что они позаимствовали из ее внешнего вида, так это одежду, которая примерно из одного и того же времени. Так почему же, если каннибалы не являются рожденными в аду, среди них так много детей, учитывая, что детей могут заводить только коренные жители ада? Четкого ответа на этот вопрос мы не знаем, и поэтому нам остается только гадать. Но все же, я попробовал сформулировать хоть какую-то внятную теорию. На протяжении всей истории человечества, так или иначе, существовали каннибалы, которые ели себе подобных. В основном это люди, у которых что-то не так с головой. Но бывают случаи, когда человек вынужден прибегнуть к каннибализму. Например, при авиакатастрофах, где множество людей погибает, а тем, кто выжил, приходится обходиться без еды и воды. И в такие катастрофы могут нередко попасть и дети. И они просто вынуждены прибегнуть к такой еде. Иначе же они сами погибнут. Но не думаю, что дети, которые были вынуждены есть человеческое мясо, остались бы жить в районе каннибалов. Ведь в районе каннибалов обитают те, кому нравится есть себе подобных. А такие дети, скорее всего, попробовали бы выбраться из этого района и поселиться где-нибудь в другом месте. Но мы все-таки видим детей в районе каннибалов, которым вроде по кайфу там обитать. Ну и как же тогда объяснить их поведение? Ну, во-первых, мы можем предположить, что у детей тоже бывают сдвиги в голове, и они на почве этого могут захотеть есть других людей. Но это какое-то уж слишком легкое объяснение. В истории бывали целые семьи каннибалов, которые занимались поеданием людей. И можно предположить, что ребенок, который вырос в такой семье, вырастет и будет следовать своим привычкам из детства. И думаю, что вот уж они точно будут рады тому, чтобы жить в районе каннибалов. Но если у тебя такая же безграничная фантазия, как у меня, можешь написать свои теории в моем телеграм-канале. Там я публикую новости насчет выхода роликов. Подписывайся по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Ну а мы продолжаем. Ответить на вопрос, откуда дети в районе каннибалов, было не так уж и сложно. А вот, казалось бы, рофильная часть с вопросом, откуда собака в районе каннибалов. Я думаю, этот вопрос поставит в тупик как фанатов, так и самого автора. Ведь почему животные вообще попадают в ад? По законам природы любой организм пытается выжить, и поэтому сильнейшие пожирают слабого. И о каких грехах тут может идти речь, если любое животное ради выживания убивает другое животное? Если мы обратимся к религии, то мы сможем узнать, что животные не смогут переродиться. Все, включая животных и людей, произошло из праха и вернется туда же. Но в отличие от животных, у людей есть завет от Бога, поэтому у людей есть надежда жить вечно. А в нашем случае иметь бессмертную душу, что по сути одно и то же. Ну а даже если мы предположим, что во вселенной в отеле Хазбин животные попадают в рай или в ад, то возникает один вопрос. Где вся эта толпа животных прячется в аду? И даже если мы сузим круг до района каннибалов, где это бесчисленное количество хомяков, которые должны обитать здесь? Ну и да, если вы не знали, хомяки едят своих детей. Но вот теперь живите с этим. Ну то есть ответить на вопрос, откуда столько детей в районе каннибалов, не так уж и сложно. Но вот на вопрос, откуда там животные, ответа нету. Но это уже был миллион первый грех, на который нет ответа в отеле Хазбин. Ну а у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою телегу, а я погнал.